16 ноября на T-Mobile-арене Лас-Вегаса состоится боксерский вечер промоушена Top Rank, главным событием которого будет поединок за вакантный титул WBC легкой весовой категории между экс-чемпионом двух весов Шакуром Стивенсоном и претендентом из Доминикана Эдвином де Лос Сантосом. Шакура Сахарка Стивенсона уже можно считать теневым фаворитом на титул абсолютного чемпиона легкого веса, которым сейчас правит Девин «Танк» Хейни. Но у Шакура уже были шансы стать абсолютом двух весовых, но вместо объединения поясов американский технарь решил подниматься выше после завоевания хотя бы одного чемпионского пояса. Начав карьеру с побед над крепкой оппозицией без отрицательных рекордов, Шакур всего за 2 года добрался до первого мирового пояса по версии WBO полулегкого дивизиона. В противоположном углу ринга его ждал такой же непобедимый, но более опытный Джойд Гонзалес, который смог забрать лишь 1 раунд против молодого Стивенсона. За следующие 2 года Шакур прошелся своей техничной походкой по головам второго полулегкого веса, став объединенным чемпионом по версиям WBC и WBO, нанеся первое поражение очень мастеровитому Оскару Вальдезу единогласным решением судей. После удачной защиты против Робсона Консейса Шакур отправился покорять новый вес. Здесь его встречал непобедимый японец Шуичиро Йоширо, который закончился досрочной победой американца на экваторе поединка. После этого против подопечного Брайана Макинтайра отказались сражаться сразу 4 оппонента – Дэвин Хейни, Василий Ломаченко, Исаак Круз и Фрэнк Мартин, апеллируя самыми разными причинами. Ближе всего был именно Мартин, но в последний момент просто отказался от уже подписанного контракта. Доминиканский боксер Эдвин де Лос Сантос сильно уступает своему визави в плане медийности, но может показать действительно яркое выступление благодаря своей нокаутирующей мощи. Уже с первых выступлений Эдвин стал доказывать всем, что способен отправлять любую оппозицию из канатов раньше отведенного срока. К первому поражению от рук Уильяма Фостера III доминиканец подходил после 13 побед подряд с 12 досрочными финишами. Американец перетерпел стартовый спорт Эдвина, забрав большую часть раундов, благодаря которым нанес поражение раздельным решением судей. После этого Эдвин стал штурмовать легкий дивизион, где уже забрал ранним нокаутом континентальный пояс WBC у Хосе Валензуэлы и удачно его защитил против Джозефа Адорна, добыв победу единогласным решением после разгрома оппонента на каждом отрезке поединка. Соотечественник Шакура, проспект второго полулегкого веса, Уильям Фостер придерживается мнения, что возможны варианты. «Я думаю, что у де Лос Сантоса есть вполне реальный шанс на победу», — говорит он. И это хорошая возможность для Стивенсона тоже, потому что он пытается заполучить бой с Танком Дэвисом. Я никогда не дрался с Танком, но предполагаю, что он довольно сильно бьет, и если Стивенсон сможет выдержать удары де Лос Сантоса, ему будет гораздо комфортнее биться с Танком. В общем, это огромная возможность для них обоих. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что произойдет. Аналитик СПН Тимоти Брэдли также высказал свое мнение: легкая работа для Шакура. Я знаю де Лос Сантоса, никакого к нему неуважения. Он потрясный боец, но в этой игре есть уровни. И уровень Шакура Стивенсона гораздо выше. Да, у Эдвина есть мощь, и Шакур должен быть осторожен. Но он делает кое-какие ошибки, которыми Шакур может воспользоваться. В боксе очень важно контролировать пространство, это одна из основополагающих вещей. А никто не может делать этого лучше, чем Стивенсон.